А перед просмотром этого видеоролика не забудь подписаться на канал, поставить колокольчик. Удачи! Спасибо! Привет, друг! Сегодня, как ты понял из названия этого видео, мы хотели поговорить о чем-то страшном. Возможно, я хотела рассказать историю из моей жизни. Но обычно страшные истории из моей жизни звучат так. Помню, одной холодной зимой иду я на остановку, вижу, как маршрутка подъезжает, как я подбегаю к ней и падаю под нее, а меня фактически никто не видит, никто не может помочь, никто, кроме моей бабушки, шедшей за мной. Она практически моментально вытащила меня, но того момента мне хватило, чтобы сердце ушло в пятки. А что, так можно было, что ли? Помню, одной такой же холодной весной я шла по городу и заметила машину моих родителей. Они сигналили мне. Я побежала к ним, подскользнулась и опять упала на дорогу. И давайте все вместе. Да, жизнь ничему меня не учит, и Это точно. в миллиметре от меня пронеслась фура. Помню, как я возвращалась домой от подруги, а у них была неоконченная пристройка. Вернее, там была такая череда, как доски, пустота, доски. На ступень ниже точно так же. И вот, проходя по одной такой доске, я забылась и навернулась вниз. Свет, искорки и осознание того, что я жива. Да, это жестко. И интересная вещь в том, что в такие моменты мне вовсе не страшно. Мне страшно бывает лишь дома, наедине с собой, в особенности в вечера, когда я не сделала ничего полезного, когда для полезного не остается сил и пора спать, и когда в голове проносится мысль: а что если сейчас придет она, смерть? Смерть. Вы когда-нибудь думали точно так же? Что нас не убьет убийца, не собьет машина, что вы не навернетесь на стройке? Почему нет? А что просто умрете? Или же думали обо всем этом в том числе? Возможно, вы живете в постоянном страхе, а возможно, вы счастливы и не задумываетесь об этом до определенного момента, до наступления темноты. И неважно, вечер это, нахлынувшая грусть и мрак уже на самой душе. В принципе, логично. Или просто отключили свет, и вы остались вне сети, вне общения с вашими друзьями, вне соцсетей. Когда вы остаетесь наедине с собой, не можете найти себе место занятия и не можете по неясным причинам спать, к вам в гости стучится она. Мысль. Объяснить этот факт действительно невозможно. Страшная мысль, пугающая вас страшнее всех хорроров. И как ее прогнать? Как справиться с ней? Что вам вообще нужно делать, чтобы она больше не приходила никогда? Чтобы вы могли спать спокойно, мечтать, жить, творить или хотя бы думать о другом? Сложно, непонятно. В общем, страх смерти есть практически у каждого. В этом видео мне хотелось бы рассказать вам, для чего мы живем и почему смерти не нужно бояться. Да, сильное заявление. Сильное заявление. Но я хочу рассказать вам, что же я имею в виду. Начнем с того, что смерть – это неизбежное явление, и, вероятнее всего, она случится с каждым. Со мной, с вами, моими друзьями, родителями, учителями и со всеми, кого мы знаем. Если, конечно, ученые не придумают таблетку бессмертия раньше. Если не возникнет пик популярности оцифровки сознания, если мы не научимся перекодировать ДНК и ломать ген смерти. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Но давайте предположим, что мы не можем научиться всему этому в ближайшие 200 лет, и что смерть реально неизбежна. Давайте сведем все точки в том, что мы все люди, мы все смертны. Нет жизни после смерти. А если есть, то мы уж точно не знаем, что там. Что если ад, или пустота, мгла, другая жизнь, другой мир, ничего. И осознавая, что среди сотен разных вариантов есть вариант ничего, продолжим рассуждать. Давайте не будем говорить о том, почему умирать не страшно. Конечно, это страшно. Страшно всегда об этом думать, страшно ждать, страшно переставать ждать, так как глубоко в душе мы понимаем, что она придет. Давайте подумаем, как мы можем воспользоваться тем, что мы умрем. Это только кажется невероятным. Ведь во всем человек должен уметь извлекать пользу. И сегодня мы с вами попробуем извлечь пользу из нашей смерти. Но этого не понял никто.
Что бы ни послала нам природа, все имеет смысл. Я не беру в расчет аппендикс, зубы мудрости и прочие части тела, что уже утратили свои функции и вследствие эволюции не исчезли. Я говорю о значении биосферы, цепи питания, круговороте воды. Каждый знает, что без этих основополагающих невозможна нормальная жизнь на нашей планете. Ровно так же, как всем известно, что смерть нужна для того, чтобы не было перенаселения и спокойно протекала эволюция, чтобы существовал естественный отбор, Ученые назвали это естественным отбором. и чтобы кто-то, кто будет после нас, стал совершеннее. Нам, конечно, неприятно слышать, что мы рождены для того, чтобы умереть, но, увы, по большей части это так. Не надо так. Было бы так, если бы мы жили в палеолите, где у нас не было бы особо выраженных возможностей. Перед тем, как начать говорить о наших возможностях, я хочу добавить, что существует 3 типа людей, мыслящих о смерти. Но это не точно. Первый – мечтатели, второй – деятели и третий – реалисты. Эти названия были придуманы мной только что, поэтому никакого теоретического смысла они не несут. Логично, не правда ли? Скорее, эти названия нужны для более точного описания моих мыслей, чтобы я могла обратиться к людям, мыслящим по-разному, не задев никого из них. Так вот, мечтатели – это лентяи, которые хотят многое получить, добиться чего-то, стать кем-то, но ничего не делают для этого. Просто лежат и думают, что однажды, через неделю начнут. Завтра побегут, перестанут есть тортики и прочее. Деятели – те же мечтатели, но уже ставящие перед собой цель и старающиеся достичь ее любой ценой, которые смотрят вперед, несмотря на неуверенность и неудачи, и не падают духом. Реалисты – это те же деятели, но без мечты. Ну или деятели с очень скромной мечтой. Такие люди не хотят ломать горы, постигать вершин. Им было бы вполне достаточно их повседневной рутинной работы, приносящей прибыль и не дающей повод волноваться. Кто-то из них живет для друзей, кто-то для семьи, а кто-то и для себя. Но цели мирового масштаба у них нет. Но, скорее всего, это какой-то заговор. И вот все эти 3 типа людей когда-то думали про смерть. Вот это поворот. Давайте сразу скажем о преимуществах деятелей и как те могут воспользоваться смертью. Деятели – самый лучший тип мыслящих о смерти, потому что обычно именно они достигают успехов, высот и уже ничего не боятся. Ни смерти, ничего. Это происходит потому, что спустя многие годы или дни работы они замечают одну простую истину – смерти не нужно бояться. Потому что Бог знает, когда та придет, может завтра, через мгновение, и после такого осознания они обычно думают: а что я должен делать в последнюю секунду, последний день, последнюю неделю перед моей кончиной? Куда я попал? Зачем я это делаю? И задав себе этот вопрос, они продолжают работу. Они не сдаются на полпути. Они понимают, что если бросят сейчас, то умрут никем. Они лучше умрут, стремясь к мечте и во время работы над собой, чем во время прокрастинации на диване. Перейдем к типу мечтателей. Если вы мечтаете оказаться в каком-то городе или просто хотите стать известным, думаете об этом, рассказываете о мечтах друзьям, но не воплощаете в жизнь идею или стоите в тупике, то почему не пересмотреть цель и не поставить ее прямо сейчас? Нет. Потому что работа? Мы все заняты какой-то работой. Школой, универом, детьми, семьей, той работой, где мы получаем зарплату. Но как же наша мечта? Ты мечтаешь о чем-то? Для чего ты живешь? Меняйся или сдохни. Просто так, чтобы поработать, позаботиться о семье и умереть? Серьезно? Ты не хочешь потратить эту одну единственную жизнь на что-то большее? Эти вопросы задавала себе я, и, наверное, эти вопросы хоть раз задавал себе каждый человек. И что с этими вопросами вообще нужно делать? Ну, во-первых, мы должны понять, что все мы люди. У каждого из нас есть лишь одна жизнь, а если и нет, то вряд ли в следующем мы будем думать иначе. Не будем лениться, как сейчас. Я клоню к тому, что у вас настоящего есть всего один шанс сделать что-то. Что-то, чего не сделали вы прошлый, и на что забьете вы будущий. Потому что, чтобы перейти на новый этап и стать будущим собой, вам нужно начать уже сейчас. Чего ты ждешь? Иначе после вы останетесь таким же собой, каким вы были в прошлом. Ладно, неплохо. В настоящем, не имея при себе будущего. А в один момент вас остановит смерть. Смерть. Я еще столько всего не сделал. Почему я ленился? Но будет поздно.
Поэтому досмотрите это видео, найдите человека, что согласится поддерживать вас на протяжении всего вашего долгого пути, который будет давать вам волшебные пинки под зад. Иди ко мне, мармеладка. Буду наказывать. А вы ему, если он вас об этом попросит. Ну, или если у вас нет человека, который может сделать вам такое одолжение, напишите мне, мой ВК в описании. Предложение, от которого тут не смог отказаться. И мы будем совершенствоваться и пинать друг друга вместе. Я в вас верю. Ну и, конечно, третий тип. Реалисты. К вам буду очень кратко и конкретно. Не можешь сказать ничего конструктивного? Хотя, такой я пыталась быть на протяжении всего видео. В общем, если вы не хотите меняться по причине не хотите, или по причине того, что вы уже классный, и если вас устраивает обычная тихая и спокойная жизнь, вами не движет никакая цель, вас не мучает утром и вечером ваша совесть, или вам вовсе не нужна великая мечта, Это только кажется невероятным. это ваш выбор. С ним я не могу поспорить. От смерти вы также можете получить пользу. Ты недооцениваешь мою мощь! Она говорит вам о том, что вы должны насладиться каждым своим днем так, словно он последний в вашей жизни. Это не означает, что надо идти и творить дичь, убивать врагов и прочее. Это значит, что вы должны уметь отдыхать от работы. Отдыхать и быть счастливым. Не заботьтесь, что она придет. Смерть. Хочу признаться в том, что у меня смесь типа мечтателя и деятеля. Иногда ко мне приходит апатия, и я могу забросить всю мою работу на несколько месяцев. И каждую ночь себя за это корить. Тогда на душе очень неприятно и тяжело. И все, что я сказала в этом видео, одна моя большая жизненная и очень страшная история. Жизненная, потому что я думаю обо всем этом все мое существование. После утомительного мозгового штурма я с ужасом все осознал. И страшная, потому что ведет это к неизбежному. А подводя итоги, хочу сказать, какой-то из этих типов, возможно, был близок вам. Надеюсь, мои мысли смогли как-то вам помочь разобраться в себе, или вы имеете какой-то свой уникальный тип, и у вас есть собственные способы не бояться смерти, или извлекать из смерти пользу. И это все естественно. Естественно, потому что все мы люди, и нам свойственно иметь сотни разных мнений обо всем. Своим мнением вы можете также поделиться в комментариях. А мое видео подошло к концу. Надеюсь, что оно вам понравилось и что я смогла немножко вам помочь. Не беспокойтесь и живите так, чтобы быть счастливыми. Оценивайте видео и продолжайте свои нескончаемые брождения по ютубу. Готовый рисунок есть в моем инстаграме, ссылка как обычно в описании. Спасибо всем, пока! Ну а тем, кто пока не ушел, я хотела бы прочитать стихотворение Елены Аткиной. Оно, как никто другой, может подвести итог. Что в жизни ждет, какой удел. Сегодня солнце, завтра вьюга, и в суматохе разных дел не замечаем мы друг друга. Проходят дни, летят года, не ценим то, что нам дается. Как будто будем жить всегда, как будто все назад вернется. Как будто можно изменить, ошибки можно все исправить. Как будто можно повторить и пару лет еще прибавить. Как будто можно все забыть и утром все начать сначала. И сердцу приказать любить, накинув счастье покрывало. Что стоит только захотеть, мир яркой краской заиграет. Как будто можно все успеть. Да в жизни редко так бывает. Приходит день, приходит час, и понимаешь, все не вечно. Жизнь бессердечно учит нас о том, что время быстротечно, о том, что нужно все ценить, беречь все то, что нам дается. Ведь жизнь как тоненькая нить, она порой внезапно рвется. Ну а теперь я точно с вами прощаюсь. Пока.